Давно не виделись? Конец осени и самое время рассказать о том, как я провела свое лето. В августе вместе с этим необычайным человеком Алисой мы отправились в путешествие в одну белорусскую деревушку. Наш тандем базируется по схеме «ну а чё и что ж?». Я, как всегда, предлагаю какие-нибудь свои шаленые идеи, в том числе отправиться в дворец Пусловских в Косово, куда достаточно тяжело добраться. Ну, а когда случается какой-то переломный момент, Алиса всегда дипломатично отвечает «что ж». И в этой ситуации было тоже так же. Вот так и живем душа в душу, знаете ли. Рано утром мы сели на поезд Минск-Брест. Ехать нам было около 3 часов, поэтому мы успели уже насладиться романтикой этих старых поездов, плацкартные вагоны, подстаканнички, бутербродики с колбаской. Мы вышли на станции Вацевичи и начали искать автобус, который едет до Косово. В интернете по расписанию было написано, что он ездит 4 раза в день, ну и ждать нам оставалось около 30 минут. Мы пошли покупать билеты на данный автобус, а как оказалось, интернет лжет. Автобус едет только раз в день, и то в 13 часов, а мы приехали в 10. Несостыковочка. Ну и когда я уже прокладывала наш 15-километровый пешеходный маршрут, Алиса каким-то чудом нашла Uber в Ивацевичах, понимаете? 20 минут, и мы уже были на месте, в центре Косово, и мы решили с Алисой немножко посмотреть окрестности, прогуляться, пообщаться с местным населением. Первое, что мне бросилось в глаза, это большое количество деревянных домиков, у которых разного цвета двери. Это может быть синий, фиолетовый, желтый, прям такой аж вырви глаз. Дальше по пути мы наткнулись на огромный желтый автобус. Ну и как инстаграмный человек, я расчехляю свой фотоаппарат, наставляю его, чтобы сделать контрольный щелчок, и тут хоп, и кто-то нам говорит из глубины гаража: а вы с этой стороны сфотографируйте. Ну, мы такие, ну ладно, но вглубь гаража все равно не заходим. А это оказался водитель школьного автобуса Николай, добрейшей души человечек, потому что у него под лобовым стеклом в автобусе такая огромная коллекция детских игрушек. Это очень мило. Когда мы подошли к замку, меня поразило то, как такой необычный и красивый дворец стоит среди поля. Просто вокруг почти ничего нет. Абсолютно. И теперь, собственно, вопрос, как он вообще у нас появился. В 15 веке Александр Ягеллончик подарил своему подскарбию Яну Хребтовичу земли в Брестской области. В течение нескольких столетий этой землей владели и черторысские, и сапеги, и флеминги. В 1821 году эти земли приобрел Казимир Пусловский. И он действительно очень много сделал для Косово, он отреставрировал очень много храмов, сделал инфраструктуру, которой, возможно, они пользуются до сих пор. Началось строительство роскошного особняка, но, к сожалению, Казимир Пусловский не застал окончания строительства, и этим уже занимался его сын Вандалин Пусловский, который очень любил искусство, и он пригласил варшавского архитектора Франчишка Яшчоуда, и дворец уже спустя 8 лет был достроен. Доминирующим стилем архитектор выбрал английскую неоготику, и раньше у дворца было 12 башен, и каждая из них обозначала месяц года, где 4 центральные башни — это был май, июнь, июль и август. Также во дворце было 100 помещений и ни одного проходного, что очень обычно для данной эпохи. Более того, была одна комната солнца, где на протяжении 2,5 дней со всех сторон в течение целого солнечного дня ее заливало солнце. Хозяева очень любили устраивать балы, для этого у них было целых 3 огромных зала. Белый зал для, собственно, танцев, также черный для игры в карты, которая потом с владельцами этого дворца сыграет злую шутку, и розовый для музицирования, собственно. Ходили слухи, что в парадном зале был стеклянный пол, где между водорослями плавали золотые рыбки. Но эта информация пока не подтвержденная, но реставраторы с точностью могут сказать, что полы с подогревом точно были, вентиляция и отопление, все было на месте. Короче, все как у людей, собственно, да?
Еще есть легенда, что замок охранял лев, который ночью бродил по коридорам. Кроме того, в этих стенах коридора были встроены голосники, чтобы слышать, если кто-то проходил мимо секретной комнаты. Еще говорят, что между дворцом Пусловских и резиденцией Сапегов есть потайной ход, где могли вместиться 3 лошадей и карета. Третьим владельцем был Леонард Пусловский, который был очень азартный человек, и он проиграл свой замок в карты и продал его за 700 000 рублей. Дальше замок переходил уже из рук в руки к русским купцам, потом княгине Анне Трубецкой, потом князю Ольденбургскому. Ну и с тех пор уже замок был бесхозный. А потом Первая, Вторая мировая война, город был сожжен и разграблен. Во время Второй мировой войны в Косово находилось 4 гетто, поэтому численность еврейского населения была почти полностью уничтожена. В 1944 году партизаны решили поджечь дворец, где находился в тот момент госпиталь оккупантов. Но партизаны решили иначе и подожгли, кроме самого дворца, еще и усадьбу Костюшка. И вот этот замок стоит такой разрушенный, без крыши. От него осталась только половинка кирпичей. А от сада, огромной оранжереи, стоит только 2 куста сирени и боярышника. И у меня было такое чувство, как будто этот замок он построил с такой любовью, внимательностью, но он просто оказался не в то время и не в том месте. Но, слава богу, замок уже почти отреставрировали. В сам замок внутрь дворца еще пока что нельзя зайти, кроме маленькой комнатки, где находятся билетные кассы и, так сказать, стенды с информацией, с историей дворца. Также там находятся некоторые артефакты, которые удалось найти при раскопках. Место для замка Казимир Пусловский тоже выбрал не случайно, потому что это была деревня Миричевщина, где в 1746 году родился национальный герой Тадеуш Костюшка. Он был также руководителем восстания 1794 года. И да, он родился в Беларуси. И да, он является гражданином 4 стран: Швейцарии, Франции, США и Польши. Мне кажется, Тадеуш Костюшка — это такая большая историческая личность, про которую нужно достаточно подробно рассказать, поэтому я сейчас упомяну о нем только вскользь, и к этому вернусь, возможно, уже в следующем видео, которое выйдет скоро. Ну и, собственно, наша культурная программа на этом заканчивалась, и у нас оставалось еще время, и мы решили потом спокойно пешочком педалировать уже до Ивацевича и до вокзала. Мы зашли еще в римско-католическую церковь 1877 года постройки. И интересный факт, что почти во всех костелах Беларуси надписи и какие-то объявления, они все на польском. Недалеко от костела находилось кладбище, и там можно было найти плиты, которые написаны абсолютно на разных языках. То есть там был польский, русский, белорусский, по-моему, даже иврит. Там были захоронения с начала 20 века. И это удивительно, что это еще до сих пор все сохранилось. И вот мы идем вдоль кукурузных полей, обсуждаем наши впечатления, как бы обмениваемся нашими мыслями, и вроде бы как бы все хорошо. Но потом мы смотрим на часы. И тут получается, у нас как бы есть 60 минут и 10 километров до вокзала. По-моему, здесь какая-то несостыковочка появилась. Вот что-то вот здесь как бы не ложится, ну как бы не складывается все как-то. Мы все еще идем вдоль дороги, мимо нас проезжают машины, фуры. В жаре, в пыли мы все идем. Я уже прокладываю наш 10-километровый пешеходный маршрут. Я как всегда надеюсь на свои 2 ноги. И мы идем спокойно, абсолютно воспринимаем ситуацию. Также принимаем все условия безнадежности данной ситуации. Мне кажется, что ты паникуешь? 10 минут назад мы еще думали, что мы не успеем на поезд. Я говорю, никогда не нужно париться. Если что, подъедем на попутке. Если что, то 10 километров. Типа, за пару часов мы дойдем, а там как раз уже следующий поезд, который через 3 часа. Так что... Да. Все, на все есть решение, правильно? Типа, да. Ну, Алиса, как всегда, у нас как бы в нашем тандеме голова.
Она позвонила, каким-то образом нашла номер водителя, который нас подвозил, и через 5 минут наша спасательная карета уже прибыла. Поэтому, Артем Васильевич, вот вам привет большой от нас, лучшему таксисту в мире. В итоге мы благополучно сели в поезд, и уже через несколько часов мы уже были в Минске. И знаете, мне очень нравится такого рода путешествия, потому что ты сам находишь эти исторические ценности, культурные ценности, находишь эти жемчужинки, которые еще не распиарены. И кроме этого, ты находишь замечательных людей, которые искренне готовы тебе помочь, рассказать про этот дворец, про эту усадьбу, познакомить тебя с местными людьми. Это действительно дорогого стоит. А вот относительно замка я бы еще туда когда-нибудь вернулась, потому что это действительно очень интересный замок, которого, мне кажется, я еще полностью не раскрыла, который хочется еще больше посмотреть, как это будет выглядеть уже в окончательной реставрации. А я надеюсь, вы когда-нибудь туда приедете. Пишите в комментариях, были ли вы там, хотите ли вы там побывать, может, вы знаете еще какие-то легенды, связанные с этим местом. А я желаю вам хорошего дня, спасибо за просмотр и до zobaczenia! Вот вы сейчас поймете, какой у нас был плейлист. Настя! Нет, пожалуйста. Конечно, Вася, Вася. Показал весь мир и подарил. Припоем немножечко.